Ну что, поехали? Поехали. Давай. 2439. Ну вот, 439 на тарелку, а вес торта получится примерно 2 килограмма. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сегодня нашумевший торт. Почему нашумевший? Потому что очень много вопросов было по его приготовлению. Так что повторение – мать учения. Сегодня показываю снова. В тот раз у нас был шоколадный тортик, а сегодня будет ванильный. Поехали! Все очень быстро и просто, уж поверьте. Расскажу все нюансы. Для начала нужно смешать сухие ингредиенты. 270 граммов муки просеиваю в миску. Муку просеиваю обязательно. Сюда же 150 граммов сахара, хорошая щепотка соли, 10 граммов разрыхлителя и ваниль по вкусу. У меня не сахар, а именно ваниль, поэтому буду осторожничать. Все хорошо перемешиваю с помощью венчика. Здесь уже 500-600 граммов сыпучих. В отдельной мисочке взбалтываю 2 яйца. Все ингредиенты у меня комнатной температуры. Добавляю 130 мл молока. И сюда же 50 мл растительного масла. Можно заменить на сливочное топленое. Снова немножко перемешиваю. И начинаю вводить в сухую часть. Все до последней капельки. Перемешиваю. Да, поначалу кажется, что ничего не перемешается, что жидкости мало. И все же наберитесь терпения и продолжайте вымешивать. Вот, на этом этапе должно получиться вот такое вот густое, тягучее тесто. Все, отлично. Сейчас беру 1 чайную ложечку соды без горки. Добавляю чайную ложечку яблочного уксуса. Можно заменить обычным. Немножко перемешаю и сюда. Снова перемешиваю. Ух, бухтит. Пошла реакция. Так и должно быть видно, да? Видно, видно. Вообще шикарно. Сегодня тесто получилось еще лучше, чем тогда. Вот что значит позитивный настрой, друзья. И в самом конце вливаю 100 мл крутого кипятка. Осторожно, Сережа. Опа. И быстренько перемешиваю. Быстро, 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 быстро. Чтобы оно заварилось. Все, друзья мои, тесто готово. Как жидкая сметана. Красота! Все, друзья, осталось дело за малым: испечь коржи. Сковородку на огонь. Пусть хорошо нагреется. Друзья мои, важный момент. Сковородка должна хорошо-хорошо нагреться. И только тогда я ее смазываю небольшим количеством растительного масла. Если вы уверены в покрытии сковороды, можно этот момент пропустить. Опа! Беру ту же поварешку, большую, набираю полную и в сковородку. Распределяю. Сковородка горячая, тесто по ней хорошо ездит. Ездит или распределяется, как сказать можно? Кому как проще. Да, ой. На огонь. Сверху накрываю сухой крышкой и делаю минимальный нагрев. На моей газовой плите это будет примерно вот так. Жду 10 минут. Поехали. Через 10 минут поднимаю крышку. Посмотрите, какая красота. Что луна. Ну, пройдусь лопаткой, чтобы удостовериться, что у меня здесь все хорошо отходит. Удостоверилась. Переворачиваю. Опа. Смотрите, какая красота. Вытираю крышку от конденсата. Снова накрываю и допекаю 1-2 минутки. Второй раз быстрее. Через пару минут можно смотреть, что у нас здесь. А у нас здесь... Красота. Да. Выкладываю на доску и остужаю. Посмотрите, какие красивые. Ну а я продолжаю, друзья. Снова смазываю сковороду. Второй полуник теста. Немножко его взбодрю. И сюда. Это принцип блинчиков. Ну да, конечно же. Снова на огонь. Вытираю конденсат. Накрываю и пеку. 8-10 минут. С каждым коржом выпекаются быстрее, потому что сковорода хорошо нагревается. Ой, такие пушистые, нежные. Давай, Сережка, у нас здесь с тобой красота. Второй корж на подходе. Опа! Класс. Посмотрите, какое чудо. Ух, какие они пышные. И к тому же они хорошо у меня переворачиваются, потому что я их не делаю слишком тонкие.
целенькие остаются. Снова протираю конденсат, накрываю и допекаю 1-2 минутки. А может даже и 40 секунд будет достаточно, друзья. Сковорода у меня уже, чувствую, так хорошо накалилась. Хотя и температура минимальная. Я думаю, достаточно. Достаем и остужаем на доске. Ой, какие красивые солнышки, друзья. Даже ванильные. Третий половник теста. Опа. Снова на огонь и снова сухой крышкой. Ну и третий корж уже на подходе. Они все такие красивые у тебя сегодня. Сереж, потому что они светленькие. Шоколадные тоже красивые, но на них не так видно, как на этих светленьких. Опа, видишь, они как солнышки. Это точно. Ну, все настолько просто, друзья. Если вы нацелены на хороший результат, мне часто попадаются слова в комментарии: я попробовала приготовить по вашему рецепту. А я хочу сказать, нужно не пробовать, а нужно делать. Вы же со стула, когда хотите встать, вы же не пробуете встать со стула, вы просто берете и встаете. Так и здесь. Нацелены на хороший результат, с твердой уверенностью в себе берем и делаем. Тогда всегда все будет получаться на высшем уровне. А обвинять это... Ой, ля-ля-ля, трополя! Нет, вовремя, посмотрите. Красота. Из этого количества ингредиентов у меня всегда получается 4 коржа. Девчонки писали в комментариях, что делали больше коржей, потоньше. Ну, я просто преклоняюсь перед ними. Как они их переворачивали, такие тоненькие, они так, ломаются, потому что они нежные и воздушные. Так что, девчонки, вы молодцы. Конечно же, так будет вкуснее, побольше тоненьких их просочить, пропитать с кремом. Вообще будет идеально. Все, 4-й корж пошел. Ставьте лайки, друзья. Сейчас коржи остынут, а мы пока займемся очень простым кремом, зато вкусным. Друзья, всего 2 ингредиента. Сметана, которую я заранее отцедила. Ночь провела она у меня в холодильнике. Такая вот она густая. А здесь вот, посмотрите, сколько жидкости. Перекладываю в миску. Ух, какая вот она у меня густая. Сейчас покажу. Посмотрите, какая густая-густая. Можно использовать обычное сгущенное молоко, а можно использовать вареное молоко. И с тем вкусно. Начинаю взбивать потихонечку и вливаю молочко. Все, крем готов. Какой же он вкусный. Легкая кислинка от сметаны, сгущенное молоко. Ну что может быть вкуснее? А для этих коржей вообще идеально. Все. Это чтобы пышнее было? Да, чтобы хорошо загустело при охлаждении. Класс. Я бы и так с клубничкой, Сережка. Все остыло, все готово, можно собирать торт. Я это буду делать в кольце. На низ немножко крема. Первый корж. Крем. Побольше крема. Ну, Сережка, весь уйдет крем, конечно же. Распределяю. Выкладываю второй корж. Снова крем. Следующий корж. Снова крем. Немножко крема оставлю, чтобы потом украсить бока торта. А я думал, нам поесть. Нет, Сережка, украсить бока А торта. клубнику всем я буду есть. Со сметаной обычной. И заключительный корж. Посмотрите, какой высокий торт получается. Практически на всю форму. Пока отставлю в сторонку, займусь глазурью. Она у меня будет самая тоже простая, друзья. Здесь у меня 30 граммов сливочного масла. Добавляю 1-2 столовые ложки молока и ставлю в микроволновку. Нужно, чтобы это все хорошо нагрелось. Я думаю, на минутку-полторы. Давай, горячо. Опа. Вот до такого состояния нагрелась. Прямо закипела. Беру пол-плитки шоколада. У меня сегодня белый. Что-то мне так захотелось. И опускаю в горячую смесь. И перемешиваю. Он заодно и тает, я смотрю. Да, нужно хорошо размешать до однородной массы, чтобы весь шоколад растаял. Когда смесь немножко остыла, можно заливать торт.
Накрываю тарелкой или пищевой пленкой и убираю в холодильник на 3-4 часа. В идеале на ночь. Ну, вряд ли у нас так получится, да? Конечно. Все. Ух, тяжелый. Мы потом его еще и взвесим. Все, наслаждайся жизнью, тортик. Все. Редчайший случай, друзья. Наш торт достоял до утра. Это редкость необыкновенная. Опа. Достаем и сейчас будем его украшать. Опа. Красота какая. Та-дам! Опа. Посмотрите, какой он сочный и красивый получился. Сейчас мы его украсим, и будет вообще песня. Но я же как хозяйка оставила немножко крема. Я знала, что нужно будет украшать бока. Для присыпки, друзья, можно использовать или печенье, или кусочки этих же коржей. Я их немножко подсушила. Перекладываю в измельчитель. Оп. И измельчаю. Готово. Беру и украшаю бока. Оп. Сверху сделаю еще аппетитный ободочек. Но это еще не все, друзья. Сезон клубники начался. Опа! Будем украшать клубникой. Разрезаю пополам. Ой, какая красота! И украшаем наш тортик. Клубнички много не бывает, друзья. Особенно в сезон. Еще хочу... Сережка, ну это эксперимент. Еще как-то делают вот так. У тебя отлично получается, я смотрю. И вот так. Может, поменьше ее взять? Красотка, все. Отлично. Да. Сейчас еще одно с той стороны. Экспериментатор ты мой. Ну а что? Хочется чего-то нового всегда. И вот сюда. О! Класс! Шедевр, Анютка. Шедевр! Сейчас тарелку. Я целую ночь не спала и представляла, какой он вкусный. Вы понимаете, да? Сгущеночка, белый шоколад, нежные воздушные коржи. Друзья, это нечто. Режу. Идет как по маслу, он хорошо пропитался. Ну давай уже, Ань. Та-дам! Класс? Класс. Я вижу, в этот раз тортик прям пропитался очень хорошо. Хорошо, что я сделала крем пожиже, да? Пробуем? Конечно, пробую. Ой, давайте, я всю ночь не спала. Предвкушала, как я утром встану и попробую кусочек этого нежного и вкусного тортика. Успел заснуть? Ты как всегда. Сережка, за тот торт меня сынишка целовал, а за этот вообще на руках будет носить. Сочный, в меру сладкий, молочный. Друзья, а с клубничкой, так берем клубничку, тортик. Это все вместе. Вот. Мне не нужно ни чая, ни кофе, ничего. Я буду есть просто торт. И закусывать клубникой. Ну а я пожелаю всем мирного неба, мир вашему дому, счастья, благополучия семьи. Дай Бог, чтобы у всех все было хорошо. Вкусной, простой еды. Все зависит только от вас. Да, вы знаете, друзья мои, к своим 40 годам полным я поняла множество вещей. Одна из них – это то, что желаешь людям, то к тебе и вернется. И сынишку нашему, тоже, да, нашего учим сынишку, говорю, Никита, запомни, как отче наш, что желаешь людям, то и получишь обратно во многократном размере. Поэтому желай людям то, что себе. В двух словах, как ты мне говоришь. Да, 2 слова. Да. Твой голос и твои мысли кому подчиняются? Мне, конечно же. Только тебе. Да. Только тебе. И Поэтому ты что ответственна. от меня выходит, то ко мне и возвращается. Наверное. Потому что вот это понимают только мои эмоции, только мои слова. В общем, друзья, давайте будем мудрее, добрее друг к другу. И честнее. И честнее, да. И тогда жизнь совсем по-другому. Смысл, ну, вы меня обвиняли, что я обманываю, что я... Ну, смысл мне это делать? Ну, ой, Сережка, если бы только люди знали, сколько рецептов сделаны на кухнях, да, которые не были опубликованы. Бывает, да, возьмем какую-то идею, приготовили Вот, ее. покажи. Просто покажи. Пойди и покажи вот эту с дыркой. Вот эту с дыркой. Да. Ну вот,
Я поумничала, здесь стояла такая, возмущалась. Ну как меня могли обвинить в том, что я что-то та-та-та-та-та-та? И что я получила? У меня ничего не получилось, хотя я этот торт делаю уже 100-й раз. Вот, ну это прямое... Сода. Что дело в соде было? Разрыхлитель. Я заметила, друзья, такую штучку. Если вы открыли пакетик с разрыхлителем и хорошо его не упаковали, не закрыли, даже если и закрыли, он со временем что-то происходит. Кислород входит и все. Он просто не работает. Я же смотрю мои коржи, ну что-то с ними не то. А когда открыла новую пачку, замесила новое тесто, оно просто идеально. Может быть, еще по этой причине у вас получились такие неказистые коржи. Могло быть, конечно же.